Данное видео полностью сделано по книге «Эзотерическая астрология», третий том трактата о семи лучах, написанная Алисой Бейли, по словам духовного учителя Востока Джоэл Кула, которого Алиса Бейли называет тибетцем. Всем здравствуйте, вы на канале Астрология Чайников, и сегодня мы с вами разберем знак Стрельца. Что мы уже знаем об этом знаке? Мы знаем о нем то, что он идет девятым знаком по счету, и то, что это огненный знак. Как сейчас символизируется стрелец? Да я не знаю! Сейчас он обозначается как лучник на белом коне, но в Атлантиде он изображался как кентавр. Кстати, именно из Атлантиды пошла астрология. То есть можно сказать, что кентавр – это личностный вариант стрельца. А всадник на белой лошади как бы душа, оседлавшего очищенную личность. Интересно отметить, что в Стрельце ни одна планета не находится в экзальтации или падении. Единственное, что имеет место, это значительное ослабление силы Меркурия. По этой причине Стрелец эзотерически рассматривается как знак равновесия, а не крайностей. Нет ни значительных падений, ни экзальтации. Данный факт указывает на то, что ученик должен ровно пройти путь между парами противоположностей, не поддаваясь влиянию силы экзальтации и могущества того, что в падении. Долина и вершины не оказывают на него заметного влияния. Личностный управитель Стрельца – это Юпитер, а душевный управитель Стрельца – это Земля. Но главным управителем Стрельца является иерархический Марс. Лучник на белом коне, строго говоря, скорее арийский символ этого знака, означает ориентацию человека на определенную цель. В этом случае человек не часть коня, он свободен от отождествления с ним и обладает контролем. То есть раньше стрелец олицетворялся большим животным, а теперь с человеком. Девиз человека души. Я вижу цель, я достигаю эту цель и вижу следующую. Ничего, кроме лука и стрелы, о владыка моей жизни. Но этого достаточно, и когда настанет час, я, твой Лану, быстро последую за стрелой, которую послал. Я оставлю коней по эту сторону врат, ибо больше в них не нуждаюсь. Я войду свободным, подниму стрелу, которую выпустил, и поспешу своим путем от врат к вратам, и каждый раз стрела будет устремляться вперед. Также не стоит забывать, что у Стрельца вообще-то есть и созвездия, и в этих созвездиях есть звезды. Например, альфа Стрельца – это Аль-Рамин. Аль-Рамин – альфа Стрельца, бело-голубая звезда, спектральный класс B8, лук, колено Стрельца, управители Юпитер, Сатурн, Уран. Звезда интуитивного восприятия, духовной целеустремленности, дает толчок к следующему более высокому типу опыта работы, сбалансированность личности и души, открывает духовную задачу воплощения, высший корень жизни, звезда вечного настоящего. В Стрельце интеллект, развитый, испытанный и, наконец, просветленный, становится восприимчивым к еще более высокому типу ментального опыта, который мы называем интуитивным восприятием. Становятся видны вспышки света, освещающие проблемы,